Что ж, друзья, в это такое нестабильное и неспокойное время, да, время, когда войны и военные какие-то слухи доносятся со всех сторон, многие начали рассматривать яхту, лодку, как дополнительный дом или как основной дом. Когда речь идет о больших лодках, о больших яхтах, катамаранах, ну, там все понятно, да, он уже дом, по сути, на воде. Вот, а сегодня я бы хотел, имея возможность здесь, в Дюссельдорфе, показать две лодки. Речь идет о 37-м Дюфоре и о 41-м Дюфоре, которые вот расположились здесь рядом. Некоторые наши клиенты уже сделали заказы для того, чтобы использовать именно вот такие лодки, как дом. И первые критерии какие, что вы можете управлять семейным экипажем. Давайте рассмотрим, как они выглядят и в целом, в общем, сколько стоит их содержание. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Погнали посмотрим. Начнем мы с 37-го Дюфора. На самом деле он у нас 34 фута длиной, то есть 10,8 метров с бушпритом. Это достаточно такая компактная яхта, но вы сейчас обнаружите, что внутри он больше, чем снаружи. И он очень даже неплохо претендует на звание такого домика на воде. Многие рассуждают следующим образом. Если мне нужен дом, значит мне не нужна ни скорость, ни маневренность. И это ошибочное мнение, потому что когда вы приобретаете лодку в свое пользование, хорошая лодка начинает вас провоцировать, делать какие-то путешествия. Хочется, чтобы она швартовалась удобно, максимально бесстрессово, чтобы она имела какую-то скорость, чтобы вы могли пропутешествовать куда-то и чтобы вы могли получать удовольствие от управления этой лодки. Поэтому мы первым делом смотрим всегда на объем. Но, друзья мои, нужно понимать то, что лодка должна быть маневренная, однозначно, да, чтобы вы в марине могли спокойно зашвартоваться, отшвартоваться. Она должна быть достаточно быстрая, как для круизника. Она должна быть мореходная. Вот тогда это действительно настоящий домик. Развитие средств связи, интернет на борту дешевый, он сделал возможность работы, присутствия, коммуникации просто нереальным, да, то есть это просто фантастика. И это все способствует развитию яхтинга, и люди рассматривают жизнь на воде уже исходя из того, что они могут оставаться, быть на связи. И к чему был этот весь долгий спич? К тому, что на создание вот этих обводов Дюфор потратил уйму времени, денег и усилий. По сути, сейчас вот эта линейка Дюфор на данный момент является единственными такими инновационными разработками в свете круизного яхтинга, потому что сейчас ситуация такая, что вроде бы как кризис, да, и другие компании довольствуются тем, что просто меняют шильдики, на старых моделях делают фейслифтинг. Здесь же проделана огромная работа, я знаю по инсайдерской информации, работа в бассейнах с компьютерами, с разработками, с конструкторами, и в итоге мы получили действительно классные корпуса. Вы видите вот такие, скажем, не совсем обычные обводы. Задача какая? Чтобы по ватерлинии у нас лодка была как можно уже, а сверху как можно больше. Но это легко сказать, трудно сделать. То есть, если бы Дюфор поступил как, скажем, другие верфи, просто расширив корпус, яхта бы никуда не ехала, это была бы баржа такая, чартерная баржа. Здесь нужно было провести очень много работы, да, по расчетам, потом по анализу и по экспириенсу всех этих расчетов. Потому что если бы лодка погрузилась чуть поглубже, как был такой опыт, скажем, не совсем положительный у других производителей, да, то все бы эти инновации рухнули. Но лодка получилась действительно классная. Мы вот здесь, где у нас отбитая ватерлиния. И смотрите, вот по ватерлинии лодка у нас достаточно узенькая, а вот здесь поднимается. Сразу же суровые спортсмены нам скажут: а вот если она будет идти под креном и в бейдевин, да, они будут правы, но обычные семейные круизеры
как показала практика, не ходят в бейдовинт, они чаще всего идут полными курсами, либо в полветра. И для этого нужно было оптимизировать яхту, использовать все. Когда вы идете против ветра, вы напрягаете лодку, экипаж. Ну, как бы это не есть хорошо. То есть вам надо все по-морскому принайтовить. То есть если речь идет там о каких-то пару часов прохода против ветра, ну ладно, любая лодка пойдет. А скажем, о каких-то серьезных переходах против ветра, ну это не гоночная лодка, и вы не идете в гоночном режиме. И, соответственно, я считаю это правильно. То есть нужно использовать оптимизацию под те режимы яхты, для которых она предназначена. Вот так вот. Ну, хватит, ребята, теории, давайте к плюшкам, к самому интересному. Я сказал, что лодка действительно ходкая, вы это можете проверить у нас в Ля-Рошеле, я вас приглашаю. Но мы хотим также рассмотреть ее комфорт, ее возможности для жизни, да, для жилья. И они вот начинаются у нас прямо с транса, да, вот прямо отсюда у нас есть здесь платформа, классная штука, она здесь сделана более надежнее, чем в предыдущих моделях, вы с нее можете купаться, кроме того, вы можете здесь стоять и пользоваться штукой прекрасной, вуаля, это наш гриль, да, чугунный, хороший случай. Вот этим камбузом, ребята, пользуются очень активно круизеры семейные, потому что вот ты не закапчиваешь салон, какие-то тяжелые вещи, рыбу, мясо. Вообще прекрасно здесь жарить, да, с платформы вот поймал рыбку и сразу ее сюда. То есть штука очень нужная, если вы собираетесь долгое время проводить на яхте. Кроме того, зацените, здесь сделали просто суперовую лестницу, трапик, да, купальный трапик. А раньше такие трапики ставили на больших лодках, но вот здесь он отлично складывается, имеет деревянные ступеньки, вот эти рожки, за которые держаться очень удобно, когда ты выходишь. То есть, опять же, ты живешь на лодке, ты хочешь купаться, ты хочешь утро встретить, вот ты выходишь, да, плюхаешься в воду и выходишь вот через такой чудесный, прекрасный трапик. Это мелочь, но очень важная мелочь, ребят, поверьте, потому что я на своей яхте трапик поменял с заводского вот именно на такой. Кроме того, у нас здесь ниша есть, тоже очень толковая и нужная. Здесь можно либо плот держать, и я многим рекомендую держать здесь сдутый тузик. Кроме того, как для однокорпусника, ребят, у нас есть здесь хороший и добротный рундук, то бишь технический отсек на однокорпуснике. Просто каждый кубический или квадратный сантиметр, он очень-очень важен. Мы имеем душ, да, душ, чтобы можно было бы опресниться. Абсолютно хорошая и нужная и полезная штука. То есть яхта уже в своей корме уже предназначена для нормальной жизни, для нормального отдыха. Вот, смотрите, в новых моделях Дюфор сделал вот такие банки, да, такие сидушки. Они с обоих сторон присутствуют. Вот, и я считаю, абсолютно правильное и нужное решение. И мы имеем заливные горловины, которые прячутся под этими сидушками. Тоже очень хорошо, чтобы они не были у нас на виду, когда они нам не нужны. Поэтому вот уже в этом всем лодка предназначена для жизни. И вообще слово круизинг, ну это как? Это вот жизнь в плавании. То есть это не хаусбот с парусом. Это нормальная, полноценная лодка, которая предназначена для жизни. Один из критериев, почему я выбрал эти лодки и почему мои клиенты выбирают эти лодки для вот такой жизни,
это управляемость одним человеком. То есть пульты управления расположены так, что ты можешь сам подойти, сам можешь подать швартовый. То есть это не центральный кокпит, на который молятся некоторые такие олдскулеры. Это нормальные посты управления, с которых ты можешь самостоятельно управляться с лодкой. И более того, на этой же малютке можно установить подрульку. И тогда вообще просто можно управлять мизинчиком этой яхтой. Это очень важный критерий управления лодкой в одиночку. Далее, друзья мои, мы в кокпите. Кокпит, ребята, это пространство, где протекает вся активная жизнь. Вот так скажем, да, то есть вы вовнутрь спускаетесь, там что-то приготовить, поспать, душ принять. Всю активную жизнь вы проводите в кокпите. Даже когда прохладно, немножко зачехлился и хочется провести здесь время. Здесь возможен тент. Здесь есть такой спрей-худ, еще один тент. То есть здесь можно достаточно хорошо зачехлиться и проводить здесь время. У нас здесь нормальный стол с рундучками. То есть здесь можно очень даже хорошо в семье из 4 человек проводить свое время. Места здесь предостаточно. То есть достаточно широкий, хороший кокпит. Что мы еще здесь можем сказать? Что именно эта лодка в 3-каютной версии, но более популярной среди семейных круизеров 2-каютной версии. В 3-каютной мы имеем вот такой вот рундук, а в 2-каютной версии рундук просто гигантский, и он занимает место практически как целая каюта. Именно эту версию рекомендовано для, скажем, вот семейной жизни. Именно такие лодки у нас берут для жизни на воде, как первый дом или как второй дом. Здесь вот в этой малютке предусмотрены штатные места для дизель-генератора, для кондиционера, отопителя. Я лично, скажем, не поддерживаю там дизель-генератор на такой лодочке, но оно есть, то есть уже изначально лодка предназначена для этого. Здесь еще, ребята, мы можем оценить большое количество люков, иллюминаторов. У нас здесь лючок на проветривание, здесь световой люк, это все в кормовые каюты вы увидите. Лючки в кокпит открываются. То есть такое количество световых люков и нормальных люков возможно, если ваш корпус очень жесткий. А это важно. То есть хороший жесткий корпус вам позволяет сделать большое количество люков, то есть большое количество света. Жесткий корпус вам позволяет хорошо работать с парусами, то есть корпус не будет гнуться. И самое главное — это безопасность, потому что здесь очень много решений для жесткости корпуса. И стыковка, и клеенный антикорпус, такой контрмолд. Это все дорогие вещи, но которые позволяют корпусу быть хорошим, добротным и жестким. Последнее, что я хочу сказать здесь в кокпите, да, это вот наши лебедочки. Очень удобно они расположены. Одну из них можно сделать электрической, и этого будет достаточно. И управляться парусами на такой лодке, ну, сплошное удовольствие, потому что она, ну, такая настолько легко управляемая, что ты как бы просто быстренько въезжаешь в тему, ты уже можешь просто с чашечкой кофе управлять такой яхтой. Погнали теперь в наш домик и посмотрим, что там интересного внутри. Вуаля! Мы в салоне Dufour 37. Что мы можем сразу отметить? Вот этот цвет красноватый, это натуральный шпон на краснодеревой фанере. То есть это все нормально и добротно. Вот, некоторым нравится, есть люди. Но моя первая лодка тоже была красная, и я предпочитаю все-таки светлый беленый дуб. Он, кроме, скажем, пространства, да, насыщения пространством, он еще более добротный. С ним можно очень хорошо играться в плане дизайна. Это ж наш домик, да. То есть там можно менять какие-то фасадики, можно ставить какой-то декор. И это все очень хорошо с беленым дубом. Очень хорошо все
играет и сочетается. Но если вам нравится красный цвет, пожалуйста, это даже немного дешевле вот в таком виде. Давайте о ценах. Такая лодка именно в этой комплектации, она не сильно навороченная, скажем так, но она полностью готова к плаванию с электроникой. Она порядка 230-240 тысяч стоит при базовой цене в 160. Но, как я вам говорил, никогда не обращайте внимания на базовую цену. Это маркетинговые уловки. Мне это абсолютно не нравится. Ну вот где-то 230-240 будет такая лодка стоить минимально. Ну и ап до 270, скажем так. Я бы не рекомендовал насыщать такую яхту дизель-генераторами. Можно поставить солнечные панели, можно поставить литий-ферромфосфатные батареи. Это нужная штука, если вы проводите много времени. И этого будет предостаточно. Через инвертор вы будете получать, скажем, до 2 киловатт энергии с напряжением 220 вольт. То есть вы сможете использовать там чайник, фен. И если вы стоите возле пирса у марины, у вас есть по умолчанию 220 вольт с берега. Вы таким шнурком себе подключаете. Вы имеете воду с пирса, там местный интернет и так далее. Вернемся именно к этой яхте. Мы имеем здесь трехкаютную версию. Если у вас много детей, наверное, это стоит рассмотреть. Вот. И у нас в корме 2 каюты. Но в двухкаютной версии у нас здесь расположен душ. И у нас пространство еще больше, и душ больше, и мы имеем еще шикарный, прекрасный рундук. Но даже здесь оцените санузел, ребят, и он нормального размера. Давайте я зайду, наверное, и мы его, собственно говоря, оценим. Вот я 1,76 м, ребятки, и еще я в кроссовках стою. Ну, как бы мне места хватает. Вот. А в двухкаютной версии душ еще больше. Вот. Далее. Наш камбуз. Камбуз, конечно, это такая штука, которой хочется все больше и больше и больше. Но здесь также камбуз достаточно продуман. Мы имеем здесь у нас такую полуторную мойку. Я думаю, вы пользоваться будете только вот этой частью. Та будет работать как дополнительный... ух ты! Как дополнительный рабочий стол. Вот есть у нас даже вот такая разделочная досточка. Мы можем перевернуть покрытие из искусственного камня. Конечно, мне бы хотелось, может быть, сделать камбуз чуть подлиннее, чуть побольше, но здесь вот салон как бы сделан в угоду пространству. Для, скажем, семьи из 2 человек там с ребенком, в принципе, такого камбуза будет предостаточно. Вот здесь у нас расходится холодильник объемом 60 литров. Ну, предостаточный. И Дюфор использует каждое мелкое, любое пространство. Даже вот какая-то щель тоже используется для чего-то, для хранения каких-то нужных вещей. Что мне еще нравится у Дюфора? Вот смотрите, такая штука. Да, у нас здесь крышечка, которая делается вот таким вот образом и закрывает нам сразу нашу духовку. То есть, если она там не прибрана или не помыта, у вас здесь есть рабочий стол вот такого нормального размера, дополнительный. Вот, если вы делаете только коктейли и работаете с барбекю на улице. Кроме этого, люди, когда стоят в маринах и имеют 220, закрывают газовую печку, здесь ставят небольшую индукционку. Ей не нужен кардан, поскольку вы привязаны к пирсу, и пользуются индукционкой. Тоже как вариант. Вот. И в то же время все это можно очень легко убрать сюда. Там еще с другой стороны для коктейлей. Да, ну давай. Ну, ладно, да. По просьбе наших видеооператоров, ребят, заметьте, не по моему настоянию, я показываю обратную сторону силы. То есть эту же крышку можно использовать как разнос и использовать либо здесь, либо наверху. Здесь подставочки для коктейлей, для бутылок, для бокалов, для закусочки. Вот, да, хотел скрыть, но не получилось. Вот, и все это дело очень
легко и аккуратненько вот так у нас прячется и служит еще защитой для стенки. Ну, не знаю, там стоит ли там показывать шкафчики, открывать это дело такое. На однокорпуснике всегда хочется побольше. Но у нас есть еще в паёлах пространство. Кстати, а ну-ка проверим. Ха! Вуаля! Яхта французская. Да, у нас есть даже винный погреб. На сколько? Раз, два, три, на 8 бутылочек. Вот так вот. Да. То есть у нас такая снаряженная лодка. Здесь можно установить эспрессо-машину или микроволновку, и также и использовать часть вот этих шкафов тоже для камбуза. И, друзья, поскольку мы опять же говорим о яхте как о доме, есть вот такая мелочь, но приятная. Вот такая штука здесь есть. Это совочек, то есть вы во время перехода можете сметать сюда пылючку, а потом в марине все это дело выбросить. Вот это такая штука, которая еще на моем первом дюфоре была, еще 17 лет назад. Ну, хорошая, приятная вещь. Так, давайте зайдем в каюту. Опять же, в каюте я стою в полный рост, надо мной есть пространство. У меня есть люк, который открывается сверху. Ребят, для проветривания лючок, который открывается в кокпит. Здесь даже с закрытой дверью есть как бы движение воздуха, то есть вентиляция присутствует. Если у нас двухкаютная версия, вот эта кровать еще больше, она уходит туда. И здесь можно вот ложиться просто вчетвером, вот поперек. Опять же, при использовании светлой отделки каютка выглядит еще как бы побольше, поприятнее. Ох, мне нравятся вот эти наклеечки Дюфор, прям как на Бентли. Ну, такие мелкие понты. Так, друзья мои, переходим к нашей отдыхательно-обеденной зоне. У нас здесь два отличных таких дивана. У нас здесь вот этот диванчик расширяется. Здесь есть такая надувная секция. И мы убираем наши спинки и получаем такой полутораспальный диванчик, где два тонких человека могут поместиться, либо полтора таких, как и я. Вот, потому и называется полутораспальный. Шкафов всего-всего здесь предостаточно в большом нормальном объеме. Кроме того, у нас здесь есть пространство под сидушками. Все пространство здесь, ребята, это рундуки, где можно что-то хранить, припасы, нужные и ненужные вещи. Длина предостаточна. Ну, давайте я попробую лечь. Лезу, проводим эксперимент. Всем оставаться на местах. Отлично. Места предостаточно. То есть два диванчика вот таких валятельных у нас присутствует. Стол огромного размера. Я даже считаю, что он больше, чем нужен. Но это мое субъективное мнение, ребят. Вот. Потому что, смотрите, вот одна часть, да, и вторая часть у нас тут. Ну, это огромное пространство. Я думаю, что вы, наверное, вряд ли будете пользоваться. Хотя, если, допустим, вы с супругой работаете на компьютерах, можно разбить как бы на два бюро. Вот. У нас здесь что? О, здесь у нас опять бар с зарядками. Бутылки и зарядки все в одном месте. Это французский стиль. Вот эта штука мне нравится, хотя можно было бы какую-то крышку сделать. Ага, мы тут обнаружили щель. То есть мы можем зарядки выводить сюда, вот, и располагать наши гаджеты здесь. Ну, единственное, я бы сделал, конечно, кожаную вставочку, чтобы было красиво и телефоны не гремели. Вот, кроме этого, у нас в столе имеется еще вот выдвижной шкафчик. Это тоже все относится к камбузу. И внизу, ну, вот эту плоскость тоже для чего-то мы можем использовать. Это уже индивидуально. Я бы, конечно, поменял обивку. Она здесь супер экологичная, но мне она как-то не заходит. И давайте с этой стороны я обращу ваше внимание на щиток.
Вот здесь у нас 12-вольтовый щиток, то есть мы здесь запускаем, включаем все наши электрические сервисные устройства. Кроме этого, на экранчике мы видим зарядку, сколько у нас топлива осталось. Тут все достаточно просто и примитивно. Ну, я же говорю, с такой яхтой может справиться даже юная девушка, скажем так. Зарядки с этой стороны. Опять же, этот светильничек можно использовать для чтения. И опять большое количество шкафов, рундуки здесь. Тут же мы иногда размещаем кондиционер, если нужен. На такую лодку достаточно одного хорошего кондиционера. Давайте обратим внимание на потолок. Мы увидим, сколько здесь иллюминаторов. Все это нам дает хорошее освещение натуральное. Все это дает нам просто наполненность яхты светом. Потому что сейчас-то мы в закрытом помещении, но когда вы на море, на улице, то лодка вся наполняется светом. И это очень важно. Вот сзади меня еще иллюминатор световой. Все это возможно благодаря, опять же, жесткому корпусу. Потому что просто дырок наделать ума не надо. Просто яхта будет как пластилин. И закончим интерьер, ребята, мы нашей хозяйской каютой. Мы имеем здесь кровать длиной 2 метра. Кроме этого, в опциях есть еще расширители кровати. Вот этот треугольничек можно заполнить еще кроватью, и мы получим такое большое и классное лежбище. Если вам не нужна, скажем, вот эта ступенька, вы можете ее как бы ликвидировать и сделать расширение. Опять же, в целом для яхты 10,5 метров. Тут пространство просто дофигища. Вы оцените объем этой каюты. Сделана, опять же, вот такая вот дверь у нас, да, двойная. То есть, если пришли гости, вы можете закрыть. Но, в принципе, если вы вдвоем только на яхте, вот это все остается открытым, дает дополнительное пространство. Вы всегда можете себе увалиться, поспать, полежать и контролируете вообще, что тут происходит у вас. Вот, если вы по жизни контролер. А мы имеем еще здесь 2 шифонера, мне и жене. Я считаю, на данный момент за эти деньги это одна из самых лучших лодок по своему назначению. То есть нужно отойти от суперуниверсальности лодок и понять, что есть направление, для которого вы хотите использовать. Что ж, пошли посмотрим 41-й Дюфор. «41-й Дюфор, ребят, является той же линейкой, как и 37-й. У него точно такой же корпус, то есть обводы корпуса точно такие же, вы вот как видите. И это нам дает пространство, скорость, жесткость. То есть очень много вопросов, которые мы благодаря вот этому корпусу можем решить. Опять же, ребят, это удивительно, что Дюфор опережает своих коллег по масс-маркету уже на 2 поколения. Потому что предыдущие лодки, вот 430-й Дюфор, 390-й, уже были достаточно инновационными лодками по производству, по корпусу. Но Дюфор вроде бы сейчас такое время, и они вот разрабатывают новую модель, запускают ее. Для меня это удивительно. Видимо, решение было принято когда-то давно. Но и новая модель всегда привлекает клиентов, при том, что цены они удерживают на уровне старых. Это очень важно. За счет этого они собирают достаточно много заказов. Не совсем легко можно прийти и купить эту яхту просто со стока.
То есть присутствует очередь на эту яхту. И вы видите, что она очень похожа на 37-й Дюфор, просто немножко побольше. Вот та же чудесная лесенка у нас находится, вот те же обводы. Платформа, конечно, чуть побольше, пошире, подлиннее. Платформу можно покрыть пробкой, либо другим покрытием. В данном случае мы имеем натуральное дерево покрытие. Можно и вот эту внутреннюю часть покрыть. Будет достаточно красиво и приятно женским ножкам ходить тут. То же самое, здесь у нас камбус. Такого же размера у нас гриль, как и на 37-м. Моечка, просто шире немножко само все пространство здесь находится. Очень удобно и хорошо стоять здесь на платформе и что-то вкусненькое готовить, которое вот только что поймал. Здесь у нас рундуки уже побольше. Здесь такие технические отсеки нормального такого размера. Вот здесь уже можно подумать о дизель-генераторе, разместить его здесь. Но опять же надо думать, насколько он вам нужен. Вещь тяжелая, дорогая, требует сервиса. Вот, поэтому подумайте всегда дважды. И благодаря сейчас литий-ионным батареям и хорошим инверторам можно получать 220 на борту с хорошей синусоидой. Вы это знаете, друзья мои. Поднимаемся. Нормальный проход, хорошие ступеньки сделаны здесь. Мы имеем два пульта управления. Вот так выглядят пластиковые штурвалы. Они мне больше нравятся, конечно. Классненькие, легкие, профиль удобный для хвата. Но пульт управления у нас, ребята, находится главный вот здесь. Здесь у нас управление двигателем. Немножко оно мне не нравится. То есть заглядывать сюда каждый раз как-то, стрёмно. То есть включить-выключить это один раз. А тахометр, конечно, хотелось бы в каком-то виде иметь здесь. Хотя, в принципе, сейчас наши электронщики делают подключение тахометра и параметров с двигателя прямо на карплотер. Поэтому можно получать всю информацию прямо на карплотер. Карплотер у нас 9-дюймовый. Навигация сейчас очень простая. То есть за неделю наши инструкторы могут вас научить, ребятки. И здесь мы имеем подрульку Side Power с хорошей большой клавишей. Вот у меня на лодке были такие подрульки совсем маленькие, да, кнопочки. Очень неудобно. Вот такой клавишей удобно пользоваться, особенно когда ты швартуешься, тебе не надо намацывать, ты вот этот рычажок, этот джойстик чувствуешь и ощущаешь. Опять же, 12-метровая яхта — это вот такой предел, где муж с женой, да, может достаточно легко справиться. Поэтому я и выделяю вот эти две лодки для того, чтобы можно их использовать очень в легкую для жизни и легких путешествий. Стоянка этой лодки также не будет обременительна. Если мы говорим об этой яхте, то годовые стоянки могут быть где-то от 5 до 10 тысяч в средних маринах. Ну, не Монте-Карло, да, а вот в хороших нормальных маринах год. Страховка полная такой яхты 0,5%. Сервис будет составлять, со всеми делами 2-3 тысячи евро в год, если мы разобьем погодово, потому что некоторые работы делаются раз в 2 года. На 37-м Дюфоре вы сможете сэкономить от этих сумм где-то процентов 20-25. Вот такая будет разница в цене. Кокпит нашего Дюфора 41, он шире, чем на 37-м. Насколько существенно, тяжело сказать. То есть однокорпусная яхта — это такое одномерное пространство, поэтому нельзя сказать, что какие-то радикальные изменения. Но да, он чувствительно шире, если вот они стоят рядом, и мы можем сравнить это. Стол больше, и в столе у нас появилась вот такая штука, как холодильник для напитков. Очень нужная вещь. А здесь что у нас? Здесь у нас маленький рундучок и опять же подстаканники.
То есть, ну, французские яхтсмены только и делают, что ходят под парусом и пьют. Стол очень широкий. Вот смотрите, какой. Тунг. Тунг. Стол стал больше, более жесткий стал. Изменились и конструкция стола, и конструктив консоли, которые его поддерживают. Шпон стал тоже толще на этом столе. Ну, стол кардинально улучшили. Надо еще с пульта, чтобы сделали складывание стола. И что я хотел бы вот здесь вам показать на столе. Вместо ножки используют вот такую пластиковую поверхность. Она дает нам жесткость. Здесь сделали ручку. Нужная штука, да, когда вы под креном идете. И вот на этой плоскости можно расположить карт-плоттер, там, поддержку для бинокля, для ручной радиостанции. То есть вот, глядя на эту поверхность, у меня руки чешутся чего-нибудь здесь взять, тюнинговать, что-нибудь здесь расположить. Хочу обратить ваше внимание на подушки. Сейчас Dufour использует хорошую добротную ткань, и вы видите вот с такими вот заворотами спинки. Ну да, делать это гораздо тяжелее, дороже, но очень полезно и удобно для использования для вашей спины. Эти спинки для вашей спины. Мы отдельно можем сделать здесь сидушки из специальной алькантары, которая предназначена для наружных работ. И опять же, здесь побольше иллюминаторы, их такое же большое количество. Это опять же дает нам освещение внутри салона. Лебедки расположены абсолютно так же. Мы имеем 4 лебедки. Рекомендую вот эти лебедки сделать электрическими. Они у нас поднимают паруса. А вот эти лебедочки, это лебедки, которые управляют у нас парусами. Вот они находятся близко к рулевому посту. Здесь может подниматься спрей-худ, тент. Тут все это предусмотрено. Здесь можно сделать даже жесткий тент, хардтоп такой. На него можно солнечные панели расположить. В принципе, палуба очень жилая. Вот здесь есть смысл пройти даже туда на палубу. Здесь мы имеем хорошее огромное пространство для жизни. Если на 37-м Dufour оно намного меньше, то здесь чуть ли не стол можно расположить. Здесь у нас на самом фордеке, на самом баке хорошее пространство. И на крыше рубки, тут вот если закрыть эти два, давайте вот закроем их, да, вот так, то вот здесь огромное лежательное место. То есть если покрыть мягенькой пробкой, вообще приятно и отлично можно здесь отдыхать. Ну, как бы лодка такого объема и класса высокого. Я не буду влазить в технические подробности. Все технические подробности вы можете позвонить мне. Если вас эта яхта заинтересовала, либо другая, либо больше, либо меньше, я проведу вам индивидуальную онлайн-экскурсию, отвечу на все ваши вопросы. Поэтому пишите, звоните. Смотрите, что я хочу вам показать. У нас шкафуты, то есть проходы, абсолютно чистые. Перенесены погоны Генуи у нас на рубку. Все веревки, все перенесено на рубку. И здесь вы можете гулять спокойно, свободно. Лодка 12 метров, 40 футов. И это удивительно. Мы имеем такой хороший проход для этой лодки. При том, что внутри у нас будет достаточно пространства. Вы сейчас это увидите. Опять же, для суровых яхтсменов погоны можно сделать подлиннее. Можно их вернуть даже сюда, если кому-то сильно нужно. Но здесь очень безопасный, отличный, хороший проход. У нас музычка за 5 минут до начала выставки. Немцы включают музычку, поднимают настроение. Поэтому у нас тут весело. Друзья мои, и это вот тот цвет, о котором я говорил, беленый дуб. Он мне очень нравится. Он очень хорошо комбинируется со всякими подушечками, какими-то картиночками, вставочками и так далее, так далее. То есть можно там часть фасадов поменять,
сделать более контрастными. Вот мы делали такие вещи палисандра, делали из натурального ореха, и оно отлично как бы контрастирует и поднимает статус вашей яхты. Вот, но давайте вернемся к ступенькам. Я вам хочу показать, здесь сделал Dufour вот такое решение. Это железный швеллер с железными вот такими консолями, потому что на всех однокорпусниках это болезнь. Эти ступенечки просаживаются. Здесь, по сути, все ступеньки железные, а это только накладки. И раз и навсегда решен вопрос со скрипом ступенек. Вот. Это классно, это здорово. Внутри у нас мотор. В данном случае это Volvo, а с этого года уже будут использовать японские дизеля Yanmar. Вы еще не озаботились, что это такое вот у меня за спиной, да? Ну, оставайтесь пока в неведении. Пока я вам расскажу о каютах. Эта лодка может быть в 3-каютной, либо в 4-каютной чартерной версии. Нам более интересна вот эта версия. У нас здесь может быть 3 каюты, и они здесь, конечно, намного больше. И тут я могу уже как бы более активнее крутить плечами, руками, что вы можете оценить расстояние у меня над головой. Вот у нас имеется 2 каюты. Иногда клиенты из этой каюты делают кладовку, мы им в этом помогаем. Вот. И, ну, давайте, окей. Вот это интересное решение, которое востребовано людьми, которые хотят жить и работать на яхте. То есть из одного санузла Dufour делает вот такой кабинет. Это ответ на запрос покупателей, среди которых айтишников сейчас стало очень много. И уберем красный свет, чтобы вы тут не надумывали себя. Айтишников стало очень много, и вот предлагают такой офис. В данном случае он без двери, можно сделать его полностью закрытым, не вопрос. Вот, и вы имеете нормальную рабочую зону, можно установить монитор, камеру поставить, вот там принтер здесь разместится. Достаточное место для всех документов, бумаг и всего остального. Я считаю, действительно классное, хорошее решение. И оно востребовано, то есть люди себе заказывают. Я бы себе заказал. Жизнь на воде становится не какой-то причудой, а вот частью мирового сообщества. То есть люди активно используют лодки для жизни на воде. Посмотрите, какое огромное пространство. Вот здесь 40 футов яхта. И оцените. То есть, огромное пространство. Этот стол может опускаться, превращаться вообще в такое лежбище. Кстати, не обязательно, чтобы здесь кто-то там спал. Мои клиенты иногда вот такое большое лежбище используют как диван, просто находясь здесь в дневное время. Опять же, мы имеем достаточно домашний дизайн, да? То есть, смотрите, вот эти белые вставки, вот эти полочки, вот оно все уже так дает тебе понимание такого домового, домашнего дизайна. Вот эта панель у меня за спиной тоже отличное, хорошее решение. Тут, кстати, была, ребята, подсветка. Сейчас, о, красота. Здесь можно телек влепить. Вот. И смотрите, какой объем камбуза у нас. Здесь уже большой, полноценный, нормальный, хороший камбуз. У нас здесь большой холодильник имеется с 2 доступами. Вот. Доступ сверху, доступ с этой части. И опять же, смотрите, все вот такие нышпорки, все Dufour используют для хранения чего-то. На камбузе это очень-очень важно, потому что вечно не хватает маленьких вот таких всяких как бы отделений. Вот. Вот эта часть отделана тканью. Ткань, которая легко моется, легко чистится. И здесь мы имеем натуральное освещение. То есть, когда у нас там солнце, здесь мы имеем натуральное освещение. Поэтому шеф-повару на этом камбузе будет достаточно хорошо. У нас есть обзор об этой лодке более подробный. Вы можете пройтись и посмотреть. Далее, вот эта часть также интересна. У нас
вот эта тумбочка двигается, она служит рундуком. До сих пор не придумал назначение вот этой части. Кто придумает, скажите, мы как бы поставим вам лайк. И она двигается и фиксируется в 3 позициях. Вот так вот. И давайте оценим санузел. Вот. То есть, ребятки, здесь еще больше пространства. И сверху, и сбоку. Мы можем иметь здесь в салоне 2 одинаковых санузла, вот таких, как этот. Мы можем иметь такой, а там душевую. Мы можем иметь там офис по левому борту. И мы от Интерпаруса можем сделать там кладовку. Были вот такие случаи, когда мы из того санузла делали кладовку со стиралкой такой полноценной. Здесь владелец поставил ручной туалет, ну, его право. Но мы ставим итальянские унитазы, тихие, электрические. Сейчас электрические унитазы достаточно надежные. Дизайн самой мебели достаточно толковый, интересный. Опять же, все варианты пространства используются здесь. Вот, и мы имеем тут душик. Теперь оценим мастер-каюту. Она у нас в носу. Так, ребятки, наша хозяйская каюта. И, друзья мои, оцените ее размер. Блин. Вот о чем я говорил. Вот на этой лодке особенно это заметно. Потому что, ну, опять же, яхта 12 метров. И мы имеем вот такую классную каюту. При том, что, опять же, лодка ходит, не стоит. Очень толково, уютно и красиво сделано. Нормальный размер кровати. Опять же, один раз для нашего огромного клиента мы ее увеличивали, делали вот расширение сюда, чуть-чуть увеличивали. Это возможно, но это уже тюнинг такой от Интерпаруса. Что бы я сделал? Я бы, может, вот эту искусственную кожу поменял бы на Алькантару, там светильнички более такие приличные поставить, но в целом каюта великолепная. Это вот заслуги Умберто Фельчи, дизайнера этой яхты, который сделал классный корпус, такие обводы классные, добротные. Сверху мы видим 3 люка, один большой эвакуационный и 3 еще дополнительных. Это значит, что ни со светом, ни со свежим повітрям у нас проблем тут не будет. Здесь у нас еще лючки световые, то есть света здесь предостаточно. Бортовые иллюминаторы. И, друзья, еще не все сюрпризы закончены. Для такой лодки мы здесь имеем на борту свой санузел. То есть у вас здесь свой санузел. И вы оцените, какой он огромный. Он действительно просто большого размера. Здесь у нас выделен душ, туалет. Здесь зона умывальная. То есть вы закрыли дверь, это женщинам очень нравится, закрыли дверь, и все, и это ваше пространство. Тут шкафы есть, здесь хороший выдвижной шкафчик. То есть каюта, в которой можно жить. Да, ее размер, кстати, позволяет, вот видите, здесь можно сделать чартерную версию, да, вот тут пройдет перегородка, будет 2 кровати, да, если вам интересна такая яхта для чартера, можно ее сделать 4-каютной даже. Вот. Но в данном видео мы рассматриваем вопрос семейного использования, поэтому, ну, каюта очень зачетная, просто бомба. Она уже с такого катамаранного типа и с отдельным своим большим красивым санузлом. Здесь вот верфь располагает бесконтактные зарядки, то есть тут можно бросить телефон на зарядочку. Вот. Ну, можно каких-то материалов добавить еще более таких крутых. Ну, вот это все белое я бы поменял на орех какой-нибудь вот так вот. Там обшить немножечко алькантара и потолок. Но это вот такие нюансы. Главное, что каюта действительно хороша. Вот. Здесь внизу вы можете увидеть ребра жесткости, немножко выступают, но это ваша минимальная плата за скорость лодки и за ее жесткость. Это вот
корпус такой выступает, контрмолд, как французы его называют. Но я думаю, что вам зашла эта лодка так же, как и мне. Пишите комменты обязательно, что понравилось, что не понравилось, где я ошибся, может быть. Даже великие ошибаются. Что ж, и стоит сказать о цене. В базе такая яхта 240 тысяч. Именно ту, которую вы сейчас здесь видели, она 340. О чем я говорю, на базу не смотрите никогда, когда вы будете анализировать цены. То есть, опять же, она комплектована для того, чтобы выйти в море. Связка, кондиционер и дизель-генератор самая дорогая, учитывайте всегда. Иногда стоит заказать просто кондиционер, пользоваться от сети, либо один кондиционер, потому что с завода здесь идет 3 или 4 отдельных кондиционера, то есть достаточно дорогая система. Каждой опции нужно продумывать, насколько они необходимы, насколько они важны, потому что в принципе можно увеличить стоимость этой яхты и в 2-3 раза за счет опций. Как я сказал, вот это и та яхты, это лодки, которые очень легко управляются одним даже человеком, даже одним, ребят. Очень легко швартуются, не очень дорогие в использовании, то есть там замена парусов, замена масла, подъем лодки, что то, что это сделать достаточно легко. Практически в каждой марине до 12 метров вы можете подняться. Но пространство, мореходность, вот и эта, и та яхты обеспечивают достаточно классно. Однозначно, чем больше яхта, тем она быстрее. Но, опять же, насколько это вам существенно. Если вы не пересекаете Атлантику, ну, разница между этими лодками в узел 1,5 не будет столь существенной. А, ну, разница в цене, да, присутствует. Пишите, если вам понравилась эта лодка. Если вы мечтаете о жизни на воде, я вам отвечу на все ваши вопросы. Расскажу про опыт наших клиентов. Мы уже 17 лет в этом бизнесе, и я буду рад помочь вам с выбором яхты. Вот, меня зовут Саша Горан, я и моя команда Интерпарус ждет вас в Ля-Рошеле, и до встречи в морях.